Кровь, насилие, секс, сиськи, убийства и самое страшное — несовершеннолетние. Пи-пиру-пиру-пиру-пи-пиру-пи. Избивающий до смерти ангел, от которого твое сердце нальется кровью до корочан. Я тебя раздавлю, свежо ударю, пну, унижу и повешу, но это мой способ показать свою любовь. И это далеко не весь список того, что она с ним сделает. Я попробую сделать профессиональное вступление. Боксатsu Тенши Докуро-чан. Аниме 2005 года, которое вызвало контроверсию своим содержанием. А оригинал Ранобэ вызвал драмы еще больше. С чего же охеревали твиттерские тех времен? Море крови, сексуализация несовершеннолетних, жестокость, пытки, черный юмор, пипиру-пиру-пиру. А потом ты в это погружаешься и обнаруживаешь еще и резкий обрыв истории, незавершенную концовку, потенциальная lost media, отсутствие вообще какой-либо информации о том, что происходит. Это просто... By the way, данный ролик не обзор, я просто делюсь информацией, которую нашла интересной. И, по-моему, на ютубе был где-то ролик про тоже Докуро-чан, который мне попался в рекомендациях, но теперь он пропал, и я не могу его найти. Тоже lost media для меня. Присаживайтесь, люди, которые впервые слышат об этой хуйне, люди, которые наткнулись на нее случайно в период развития интернета, сегодня нас всех Эскалибаругу будет ебать в жопу. Представьте. Не-не-не, прям напрягите мозг. Девочка Докуро-чан. Она издевается над главным героем, и не просто издевается, она его мучает. И ей весело его мучить, убивать своей битой Эскалибаругу, отрывая ему полбашки от смущения, сверлить дыры в его теле той же самой битой, отрывать ему конечности, стрелять в него убийственными струями воды. Не спрашивать, она чисто на приколе играется с главным героем как хочет и когда захочет. Это ужасно, как жестоко. Я пойду отменю ее в Твиттере. А что если я скажу, что главный герой педофил? Точнее, он изобретет в будущем некую хуйню вечной молодости и использует ее, чтобы остановить возраст всех женщин в мире, сделав мир полный лолей, мир, где девушки перестают взрослеть после 12 лет. А, стоп, 2020! Я схожу с ума. Ну что, ваш моральный компас сместился? Но опять же, все не так однозначно. Главный герой Сакуры найдет вечную молодость в будущем. То есть сейчас он технически невиновен, и сама Докуро-чан не убивает его с концами. Она способна воскресить его своей волшебной палочкой Эскалибаругу, сказав волшебное заклинание пипиру-пиру-пиру-пипиру-пи. Да, она все еще причиняет ему боль, унижает, но она его спасает от полноценной смерти. Ну, я имею в виду смерти без воскрешения. История о любви, слезах, крови начинается здесь. Аниме. Для начала, это даже не аниме-сериал, а OVA. Здесь серии 12, но технически 6. Просто серия идет 25 минут, и в ней 2 эпизода, ну, вы поняли пример. В первом сезоне 4 серии, а во втором аж солидных 2. Когда я начинала смотреть, я не знала, что это аниме вызвало драму, неоднозначность и все пироги, поэтому я пошла смотреть его в состоянии хэдэмти, что мое обычное состояние, и что я могу сказать? Господа, как же это было охуенно! Когда абсурд смешан со смехом, я умираю еще больше. Главный плюс, который я могу выделить, все происходит динамично. Ты не успеваешь отправиться от одного пиздеца, как происходит еще больше пиздец. Я пыталась понять, на что это похоже. Это даже не Fever Dream, это просто... Когда ты попал в черную дыру, и твое восприятие реальности искажается, пока тебя медленно засасывает в бесконечность. Это было замечательно. В первом сезоне, про второй мы поговорим попозже. Так, окей, понятно, аниме не для всех, очевидно. Но если вы любитель черного юмора, вам зайдет, скорее всего. Докуро-чан! Ангел, которого наняли свыше, чтобы убить главного героя Сакуру. Ёбаного 14-летнего сперматоксикозника. Что за забавно, Докуро должна его убить не из-за того, что он превратит в будущем мир в рай для форчановцев, а потому что он приблизился к вратам бога, найдя вечную молодость. И Докуро-чан настолько охуенно выполняет свою работу, не убивав его, что за ними уже 2 присылают... Я забыла ее имя. Сабако
Сабану. Именно от нее мы и узнаем, что Сакура сделает в будущем. Но Докура не позволяет его убить, говоря, что спасет его и сделает так, чтобы он не изобрел хуйню вечной молодости. Как она это сделает? Просто будет тусить с ним 24/7, чтобы у него не было времени на изобретение этой хуйни. Вау. Сабано пыталась убить его, но они одолели ее, сняв с ее головы нимб, что вызвало у нее интенсивную диарею. И дальше идет комедия с черным юмором, где Докура-чан и Сакура живут свою милую, невинную, повседневную жизнь, где Сакура не может признаться в любви своей подруги детства. Что забавно, пока я смотрела, я не понимала, кто это вообще, блядь, чё он по ней так поплыл, но это его подруга детства, оказывается. Как мы знаем, подругам детства очень везет по жизни. Здесь учитель-педофил, прифотошопленная обезьяна, и что меня окончательно убило, 9-летняя сестра Докура-чан, которая подкатывает весь класс. Да, и это Эти, да, то забыла. И отсюда идет весь конфликт. Походу, люди прозвали это аниме убийцы классического Эти, или что-то про душнило жанра Эти. Ну, во-первых, чисто по моему опыту, здесь было не так уж и много обнаженки. Я ее видела гораздо больше в аниме, которые не в жанре Эти. И во-вторых, похоть и наготу оборачивают в шутку. И не в шутку по типу «О, брат, я засрал!», а реально смешно. Реально смешно. И потом Докура его убивает. То есть сексуализацию не подают в позитивном ключе. В аниме она нужна для большего хаоса и не является основной идеей. В первом сезоне, во втором... Я пытаюсь вспомнить что-то из второго сезона, но единственное, что я помню, мне понравилась первая половина первой серии, а остальное... Эти переходит в основу, так сказать. И если в первом сезоне было смешно от пошлости и абсурда, то тут просто некомфортно. И динамика пропала. Раньше каждую секунду происходило что-то уморительное, а теперь, господи, вылезите уже из этой ванны, вылезите из этого куба. Аниме заканчивается на эпизоде Дня Святого Валентина, где Докура-чан разъебывает ему башку, и больше серии не выходит. Какого хуя, подумала я? В конце первого сезона за Докура-чан пришла ее сестра Закура, та самая, которая 9 лет, да. В этой серии Закура, должна вернуть свою сестру-предательницу в будущее и заточить Сакуру, но Докура-чан каким-то способом улепетывает. Несмотря на всю абсурдность аниме, на морали, которые втоптали в грязь. Этот момент был очень милым. Понимаете, был замес на что-то будущее интересное. Я пошла искать мангу и оригинал Ранобэ, чтобы узнать концовку. Я так вам скажу, Эти, которые мы получили в аниме, меркнет по сравнению с тем, что происходит в Ранобэ. Рорикон. Ранобэ. I don't understand the Japanese. I can't find the shit. Enjakibunko.jp. И, как я поняла, мне была доступна только короткая версия с первыми несколькими страницами, потому что я не могу купить. И Google переводчик тоже не всегда верный, поэтому не воспринимайте весь этот, блядь, фрагмент в штыки. Но из того, что я видела, я могу понять, почему многие не взлюбили. Описания там интересные, конечно. К примеру, часто описывают Докуру как Лоли, что у нее Лоли голос. И сцены, где Сакура тоже голый, думает о том, что, блять, Сакура хоть и 9 лет, но она хорошо развилась в определенных местах. И Докура-чан тоже, и он хочет принять с ними ванну, такого рода, вы поняли? Этот момент, он, так сказать, побольше распространен, и он тоже не для юмора, он просто, чтобы был, блять, учитывая, что Докуру 12 лет, Сакуре 14,
Да! Ну и описание моментов, когда Докуро-чан разъебывает ему башку, они тоже более красочные. Но помимо этого, здесь 10 томов, к которым у меня нету доступа, потому что я не могу их купить. Что обиднее всего, там был том с фестивалем школьным. Нас обворовали! Школьный фестиваль, это же база! Это база! Где школьный фестиваль в аниме? Но, если верить этому посту с Reddit, все, что я знаю, что происходит в финальной новелле, то, что 2 новых ангела приходят с будущего, которых зовут Зебуру и Дачура, и они забирают Докуро-чана обратно в будущее. Я тут еще нашла Reddit. Когда Докуро-чан забрали в будущее, Сакура был в последних моментах своей жизни. После тренировки с помощью Бабел-чан. Бабел — это, по-моему, мать но Сакура наконец-то перестал быть человеком. Предмет ангельский Safety Finger Sex Skidwall Souvenir — это топ-класс предмет, который безопасно может схватить что угодно. С этой силой он достиг ангельского Stronghold. В конце у него была битва с ангелами. В конце концов, в долгой битве, в которой они оба пережили диарею, он смог вернуть Докуро-чан обратно. Я не знаю, откуда эта информация. Пишут, что они взяли с Japanese Fan Wiki. Но опять же, оригинала где-то прочитать можно. Не могу найти. И похоже, что никто толком тоже не может найти. Так что хуй его знает. Еще понимаете, что я бомблю? Докуро-чан как бы любит Сакуру-куна и хочет его спасти, все дела. Нахуя ей это нужно? Хотя она не одобряет всю эту его лоликонченность, бля, какое хорошее слово. И это порождает теорию Докуро-чан 12 лет. Это как раз таки тот возраст, после которого девушки перестают стареть в будущем. Возможно, это как-то связано. Но я не могу это подтвердить, это просто теория. Перейдем к манге. С ней тоже прикольные штучки. Как я поняла, по ощущениям, аниме адаптировалось одновременно и по манге, и по ранобэ. Сюжет немножечко утопает в этих шутках, поэтому в моментах что-то непонятно. В то время как в манге сюжет идет по полочкам. Нам показывают первую встречу Докуро и Сакуры. Докуро вылезла из комода. Также нам показывают влюбленность Сакуры в его подругу детства и что он ведет тайный дневник, где он представляет их совместную жизнь с его подругой детства. Докуро потом находит этот дневник, грозится все разболтать всей школе. Также Докуро общается со своим другом Занс. В аниме он тоже, кстати, есть, но я его не упомянула, потому что в аниме он играет не особо важную роль, но в манге он играет. Постоянно связывается с Докуро-чан, потом он в итоге встречается с да, пока она его там соблазняет, Докуро-чан разбалтывает секреты Сакура-куна всей школе, идет диарея, объяснение ситуации. Хей-яхоу, толщи, эдиот, афака, скиноти, иту, икоту, хей-яу, икоту, исмене, поту, исмене, джито, монтату, бадене. Itu, Dekara's-no. Montatu. Itu, Picas-no. Mikuji-but, what the fuck? Tonya hotelas kazach, to всё бедособе изменены. Притому парадиум в кон супербоботома. И вот там нарисован учитель в манже, а вот так в аниме. Miku, get your ass back here, we gonna have sex. До того, как Сакура приходит за своей сеструхой, Докуро-чан создала клуб обработки дерева клеем, клея деревообработки, и это важный момент. Оказывается, но получает некую газету новостей из будущего, где говорится, что Докуро-чан устроила какой-то геноцид. Теперь она чувствует необходимость сказать Сакуре, где, блядь, все находится, чтобы остановить Докуро в будущем от геноцида. В аниме Сабано смогла обмануть Сакура. В манге она их спалила, и там началась опять битва, диарея. Докуро-чан обороняет последнее обещание: пожалуйста, сделай наш клуб обработки клеем дерево клеем самым лучшим в Японии. Обещай мне
но Сакура-кун не успевает пообещать, как она исчезает. Память о Докуро-чан у него стирается в голове. Кажется, его подруга детства помнит о существовании Докуро-чан, и когда они вместе на свидании, Сакура-кун немного в экзистенциальном кризисе, он не чувствует, что все это реально. Сабата как раз таки находит его после свиданки, и он все вспоминает. Они воссоединяются, и дальше идут большие изменения со вторым сезоном, который фактически был фан-сервисным. Они вместе, всей дружной семьей. Закура говорит комитет ангелов. Я не поняла, то ли он убит, то ли он взял перерыв, потому что Докуро-чан навела там шуму. Она ждет следующих указаний. Пока они ждут, они будут жить вот так вот вместе. И дальше идет эпизод. Они хотят, я забыла какой соус, соевый соус для карри, но они не могут его найти. И Закура говорит, это моя миссия, доставить вам соус. Она ушла, оказывается, что она потерялась. Они выходят дружной компанией искать ее, и манга заканчивается. Ходят слухи, что она все еще ищет соус. Она ушла за соусом, как батя за хлебом. И типа, what the fuck is going on? Есть еще визуальная новелла! Быстренько про новеллу. Новелла вышла в конце 2005 года на PlayStation 2. Я так глянула, там ничего интересного. Бля! Новелла жанра ничиджо. Как я поняла, в ней есть руты с разными персонажами, включая Докуро-чан. И в новеллу добавили нового эксклюзивного персонажа Веном. И да, я понимаю, что вы думаете, видя ее дизайн, но по логике этого мира ей 2 года, поэтому не расчехляйтесь там. И почему-то этот еблан в своих мыслях говорит на Кейго, что меня бесит. Но так я нашла не все прохождение, а только часть, и честно, не впечатлила. На данный момент это вся информация о вселенной Докуро-чан, которую я смогла найти. Я вкину самую простую теорию, что возникли проблемы с бюджетом или упал интерес зрителей, и это помешало продолжению не то что аниме, но и манги. А за ранобэ следили только самые ярые фанаты, и информация о концовке канула в лету за счет того, что это были ранние 2000-е года, интернет не был особо развит, языковой барьер тоже помешал, и в итоге мы имеем вот это. Но это просто моя теория. Докуро-чан теория. Грустно как-то. Я бы не сказала, что подсела, но в этом было что-то необычное. Поэтому я могу только ощущать чувство незаконченности. И ржать с лоликонченности! Ну что, ребята, с наступающим! За вас я открою энергетик монстр с вишневым вкусом. О, найс. За похуй. А так я хочу сказать, что мы молодцы. Мы пережили 2025 год. Лоли апокалипсиса не случилось, что значит Докуро-чан с Сакура-куном все-таки нашли свой счастливый финал. Я так многое хочу с вами обсудить. Начнем с этого ролика. Как вам вообще, так сказать, разбор Докуро-чан? Честно, мне не понравилось, как я это сделал. Это как недорасследование, и меня триггерит с того, что я не могу найти информацию и подвести какие-то выводы адекватные. Я сделала, что могла, но как-то хуёво, по-моему. Но насчет ролика. Сколько получается? Полгода получается. Когда я начала эйфорию делать, это в конце лета было. Ну, будем считать 5 месяцев. 5 месяцев с того момента, как я перестала скрипощать себя и стала показывать себя настоящую. Выпьем за это, ladies and gentlemen, и другие многоуважающие личности. Вообще, у вас есть новогоднее настроение? У меня нет. Я хотела сказать, что в прошлом году я поставила цель съехать от мамы, потому что с ней жить уже невыносимо становилось, но в последнее время все как-то устаканилось. Я нашла работу, я стала ее меньше видеть, и она стала мне приносить еду на работу, даже готовить еду, поэтому да, вот так все просто. И вместо квартиры я купила компьютер, что я считаю достойная замена. Но я от нее съеду и начну жить самостоятельной жизнью, как я хотела уже долгое время. Я в прошлом году зимой уже нормально, получше себя чувствовала, но сейчас прям
Я стала проблемки всякие решать, и я могу теперь нормально жить. Я думала, что никогда не смогу работать на нормальной работе из-за моей социофобии и острой тревожности и еще других проблем. Но я работать смогла, так что я саму себя наебала. И оказывается, я могу жить нормальную жизнь. Типа мне не надо как-то изощряться, чтобы жить. Выпьем за это. Мне еще один момент надо на самом деле проработать. Ждите, в этом году вы узнаете кое-что интересное обо мне. Я забыла, с каким вкусом я пью это виноград, оказывается. Я думаю, что оно как виноград. На виноград вкус похож, потому что это виноградный монстр. О май гад, I'm so genius. Окей, по целям на 2026. Это съехать от мамы в этот раз уже точно. Бля. Хочу стримить, начать проходить с вами факдапнутые игры на стриме. Бля, было похуенно. Я раньше тоже подумать не могла. Типа для меня идея стримить, общаться с людьми раньше была чем-то из ряда вон. У меня только мысли о том, что надо выходить в прямой эфир, у меня чуть ли не в паничку превращались, хотя мне бы хотелось. Конечно, сейчас этого нет. Типа я буду нервничать, конечно, первое время. Я переживу. Все будет окей, я даже смогу повеселиться. Выпьем за это, леди и джентльмены. Нас ждет великое будущее. Всем спасибо за просмотр, спасибо, что были со мной. Это... Unleash the Ultra Beast! Окей, ладно, все. Мне еще квартиру надо сегодня убрать. Я узнал. Ну ладно, всем спасибо. Have a nice day, bye-bye! Пиру-пиру-пиру-пиру-пиру-пиру-пум.